В предыдущих выпусках Dream Road Япония мы побывали в музеях всех ведущих японских автопроизводителей, из которых постарались рассказать историю брендов на нескольких гоночных трассах, а также в других околоавтомобильных и не только местах. А еще успели пообщаться с местными автофанатами. Сегодня же у нас последний музей, чтобы попасть в который мы ехали 2,5 часа на разных видах транспорта – музей Mitsubishi. Наша поездка была бы далеко не столь насыщенной без поддержки компании ВМП Авто. Среди множества продуктов, которые есть новинка – Валера. Проникающая смазка с уникальными свойствами, эффективно преобразующая ржавчину и заменяющая целые серии аналогичных продуктов. Прикипела? Есть Валера. Доброе утро. Вчерашний день у нас прошел, вечер точнее, не очень хорошо. Надеемся, что сегодняшний день будет лучше. Сегодня мы опять садимся в Синкансен и едем в Нагою, но в музей Mitsubishi. Но прежде всего нам нужно зайти затариться едой, и мы нашли гипермаркет, который работает с 9 до 25:30. В общем, суть в том, что мы сейчас садимся в Синкансен и едем в Нагою в музей Mitsubishi. Захватив еду, мы приехали на центральную станцию Токио, заценили двухэтажный сдвоенный Синкансен, погрузились в свой обычный и приступили к скромному завтраку. Все, уселись мы в Синкансен и наконец-то позавтракаем. У меня, к сожалению... вот, кстати, что хотелось бы отметить. Мы впервые попали в настоящую толкучку токийского метро. Ну, такое себе, знаете ли, сомнительное удовольствие. У меня вон все немножко уехало, еда немножко повредилась. Но я, собственно, ничего особенного не ем. Рис, курица, ничего такого. А Виктор Михайлович взял роллы. Ну и взяли мы еще вот такой чай, ну вот, походу, самый обычный типа Липтона, который у нас продается. Ну, не на что особо смотреть, я так думаю. Дамы и господа, здесь не на что смотреть. Пока выключаемся. И почти 2 часа идем ногой. Ну, в общем, музей Mitsubishi находится тоже в лютой жопе. Вот, добираться до него нужно Синкансеном, потом электричкой, потом еще одной электричкой, потом еще 2 километра пешком. С погодой нам повезло. Дождь поливает. Какой-то местный колхозный сракер. Он нифига, Рокфорд Фастгейт, это рекламная какая-то тачка. Короче, мы в очередной жопе мира. Быстро не опаздываем внутри. Как опаздываем? Короче, идем мы быстро-быстро в музей Mitsubishi. Через 20 с лишним минут прогулки под дождем мы таки добрались до, как я понимаю, завода, ну, по крайней мере, хедквотера Mitsubishi. И сам музей находится прямо на ее территории. Я, честно говоря, думал, что это будет очередной factory tour, но на самом деле ничего подобного. Нас просто пропустили внутрь и сказали: смотрите, гуляйте, развлекайтесь. Но чем мы сейчас и займемся. В этом музее каких-то жестких временных рамок нет, поэтому можно и в кадре иногда поболтать. Годом своего основания компания Mitsubishi Motors считает 1870. Именно тогда появилась Mitsubishi Motors, преобразовавшись из автомобильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries. И прямо на входе в музей представлен их самый первый автомобиль Mitsubishi Model A. Его начали производить в 1917 году, то есть получается, что это самая старая автокомпания в Японии. Так оно и есть. Mitsubishi, или как сейчас многие говорят Mitsubishi, действительно является старейшим японским автопроизводителем. Кстати, многие в предыдущей серии заметили значок этого бренда на Mazda Go. Суть в том, что Mazda в лице Toyo Kogyo какое-то время пользовалась дилерской сетью Mitsubishi, чтобы продавать этот трицикл. Ну так вот, вообще все началось в 1870-м с судоходной компании Tsukuma Shakai Shipping, а название Mitsubishi фирма приобрела в 1973-м. Про эмблему и название можно рассказывать довольно долго, но если прям очень кратко, эмблема — это слияние двух фамильных гербов семьи основателей, а название можно перевести как «три ромба». Это огромная корпорация, производящая множество продуктов, в том числе и автомобили. Правда, несмотря на обилие выпущенных за все эти годы машин, музей опять разочаровал. Ну да ладно. Вышеупомянутый Model A, к слову, весьма похожий на Model T Форда, не поимел какого-то серьезного успеха, рынок не был к нему готов, так что автомобилестроительное подразделение к 30-м годам 20 века переключилось на мотороллеры, грузовики и автобусы. И благодаря выгодным контрактам с армией во многом начало двигать эту промышленность в стране.
В 1931-м, например, появился первый японский впрысковый дизель, а в 1935-м он уже встал на автобус БД-46. В 1933-м же вышел прототип первого полноприводного японского авто PX-33. PX-33, произведенный в 1935 году, был первым японским полноприводным пассажирским автомобилем. Он был сделан для нужд японской армии. На самом деле, к сожалению, это не оригинал, оригиналов не сохранилось, это реплика, сделанная в 1988 году на базе Mitsubishi Pajero. После уже привычной истории для японских, да и не только производителей со Второй мировой войной, в компании возобновляют выпуск сперва мотороллеров, а затем грузовиков, автобусов и троллейбусов. Производство оригинальных легковых автомобилей в Mitsubishi возвращаются лишь в 60-м году с моделью Mitsubishi 500. Вот эти два красавца, очень похожие на ушастые запорожцы, на самом деле Mitsubishi 500. Только этот сток, 21 лошадиная сила, а этот принимал участие в Гран-при Макао. В общем-то, кроме каких-то косметических изменений, в нем также прокачан мотор с 21 аж до 25 лошадиных сил. Кстати, в том самом дебютном Гран-при эти малыши заняли 4 первых места в своем классе до 750 кубиков. Во время шло, рынок развивался, и в соответствии с ним выходили и новые модели. После Mitsubishi 500 в 1962-м появился первый Colt, который тогда назывался Colt 600. К слову, Mitsubishi Mirage тоже оттуда же корни растут. Также была еще одна малышка Mitsubishi Minica, ну и в самом конце 60-х появился первый Galant и его спортивные версии Galant GTO, а потом и Galant FTO. Эту машинку мы уже видели в Тойотовском музее, но здесь, по крайней мере, о ней хоть сказано пару слов. Galant MR, выпущенный в 70-м году, был первым автомобилем много в чем, но, наверное, из самого заметного это приборная панель типа кокпит, то есть вся приборка была развернута к водителю, ну как у Supra, короче. Внешне написано, что конструкторы вдохновлялись самолетными фюзеляжами, но, на мой взгляд, они скорее вдохновлялись европейцами и американцами тех лет. Да, это бросилось в глаза еще в музее Toyota. Но это ничуть не мешало Галанту стать одной из наиболее популярных моделей Mitsubishi. Его производство продолжалось 9 поколений до 2012 года. А еще он стал предком 3 отличных спортивных моделей, которых, разумеется, в музее не было. FTO, Eclipse и GTO. FTO было вполне обычным по параметрам молодежным спортивным купе, весьма симпатичным, но не слишком быстрым по сравнению с одноклассниками, продержавшимся на конвейере всего 6 лет. У Eclipse в разрезе спорткара достойны упоминания только 2 первых поколения, пока ставился легендарный 4G63. Потом пошли овощи, спустя 2 поколения проект был закрыт, и само название всплыло не так давно в качестве, кроссовера. А вот GTO, он же 3000 GT, он же Dodge Stealth, выпущенный в 90-м, считается одним из самых недооцененных спортивных японских автомобилей. Авто создавалось в пику Supra, Skyline GTR, Honda NSX и прочим топовым японским спортивкам, и Mitsubishi постарались вложить в него все, чем располагали. Там тебе и твин-турбовый мотор максимально разрешенной мощности в 280 лошадей, и полный привод, и полноуправляемое шасси, и активная аэродинамика, и электронное управление подвеской, в общем, полный люкс. Правда, за этот самый люкс пришлось платить. Автомобиль получился очень дорогим для своего класса и, увы, не слишком надежным. В итоге, продержавшись на конвейере 10 лет, он пропал из модельного ряда. Но это я забежал вперед. Возвращаясь в 80-е, в самом начале десятилетия вышла, наверное, самая известная машина этого бренда – Mitsubishi Pajero, или, как по идее, правильно произносить Pajero, но даже в Японии говорят именно Pajero. Поначалу не сказать, что авто было сильно популярным, но ровно до одного момента. А вот с этого экземпляра начался мировой успех Pajero. Никому до тех пор неизвестная машинка взяла первое и второе места в категории серийных машин на ралли Париж-Дакар 1983 года. И это было лишь начало. Mitsubishi в Дакаре абсолютный рекордсмен по количеству побед в Кубке конструкторов среди автомобилей. 12 титулов, причем 7 из них подряд. Это отчасти и послужило имени Pajero как отличного проходимца. В компании любят эту машину, поэтому даже в этом очень маленьком музее паджериков аж 3. А этот Pajero получил звание «Король пустыни» после того, как в жесточайшей конкуренции с Шлиссер Багги они заняли первое, второе и третье места в гонке Париж-Дакар. Это авто как раз из эпохи сплошных побед. Модель выпускается и по сей день. Жалко, правда, что жизнь амалогационного Mitsubishi Pajero Evolution оказалась весьма короткой. Честно говоря, на протяжении очень долгого времени это был единственный внедорожник, который я бы хотел иметь у себя, при том, что я не люблю внедорожники. Также в родственниках этой модели числится весьма популярный микроавтобус Delica, который некоторые называют семейным Pajero, и пикап Mitsubishi L200. Так, кто-то недавно сказал Evolution? Но эта мордашка, товарищи, думаю, всем знакома. Это самый первый Mitsubishi Lancer Evolution, самый первый Lancer, в который поставили легендарный 4G63 и снабдили полным приводом. Вообще, сама модель Lancer появилась в начале 70-х, и в ее корнях числится все тот же Colt. А еще одним из автомобилей, в который ставился 4G63 и которого можно считать этим двоюродным дядей Эвика, был Mitsubishi Starion. Не самое известное в России авто неплохо гоняло в кольце и в ралли, был даже создан прототип под группу Б, но, увы, японцы опоздали. Вот тогда-то, в конце 80-х, и всплыл вопрос, а на чем же в ралли-то участвовать?
Попробовали Галант, получилось неплохо, но все-таки он великоват был. Вот в чью-то светлую голову пришла мысль сделать полноприводную версию Лансера на хорошо зарекомендовавшем себя моторе. Так и родилась линейка Evolution, по сути сделавшая имя Mitsubishi как в ралли, так и среди спорткаров. В борьбе со своим извечным соперником как на раллийных и кольцевых трассах, так и за кошельки покупателей Subaru Impreza Evo постоянно улучшали. В 4-м поколении, например, появилась система AYC или AIC, а в 7-м ACID. По сути, это электронно-механические системы, ведущие распределением момента между всеми колесами. Но радикально в машине ничего не менялось, происходила эволюция Evolution, вплоть до последнего 10-го поколения, когда поменяли мотор. Но потом все закончилось. Причем, можно сказать, в буквальном смысле все, больше спортивок в линейке Mitsubishi не осталось. Но, чтобы не заканчивать на грустном, несмотря на то, что Mitsubishi, как и Mazda, бодро и весело убили всю свою спортивную линейку, по крайней мере, лично я их всегда буду уважать за то, что они на протяжении большей части карьеры поддерживали моего любимца Джеки Чана. Количество разных Митсуб, убитых в его фильмах или просто появлявшихся в кадре, думаю, даже сосчитать-то тяжело. Так что спасибо им за те часы, что я провел перед экраном, наблюдая погони в фильмах Джеки. Кстати, а вы знали, что вот этот прототип из доспехов Бога — C10 Кольт? Я, например, только что об этом узнал. Я натыкался на пост в Фейсбуке, что он типа стоит тут в музее, но, увы, нет. Да и сами видите, насколько много тут всего. Правда, есть ощущение, что они то ли сократили количество экспонатов, то ли остатки стоят в другом месте, куда не попасть, то ли мы о чем-то не знали. Но суть в том, что в других роликах на YouTube, снятых вроде как тут же, экспонатов несколько больше. Ну, что было, то было. Ладно, наверное, пора на выход. Что можно сказать? Экземпляры интересные есть, но... Блин, музей настолько маленький, что стоит это 2 с лишним часа ехать из Токио сюда, потом 2 с лишним часа обратно, не знаю. Но в любом случае, что могли, показали и рассказали. Здесь прям целый город Mitsubishi, бог с ним, ладно, понятно, что мы идем около завода, здесь реально, ну, практически одним Mitsubishi, мы одинокий только Краун какой-то увидели. И вот конкретно в этом углу ногой дофигища Mitsubishi, так же как в Оте было дофигища Subaru. А вот в Хиросиме масс что-то было не очень много. Наводит на размышления. В общем, блин, мало, честно, мало грустно. Где ФТО? Где GTO? Блин. Ну где хотя бы эвики всех видов и мастей? Блин. Ну честно, расстроены. Долго так ехали. Ладно, мы бежим. Благо, хоть дождь кончился. Вот, мы бежим 2,5 километра до поезда, чтобы успеть на Синкансен до Токио. Да, чтобы у нас сложилось 3 поезда подряд, пипец. В общем, такого количества эволюшенов, 9-х, 10-х, культралиарт и так далее я не видел за всю жизнь. Кстати, забавная социальная реклама. Не надо бить водителей и кондукторов на глазах камеры, а то потом будет а-та-та. В общем, сейчас нам надо постараться успеть на следующий поезд и, чтобы попасть на Синкансен, доехать до нашей чудесной квартиры, которая, судя по всему, нас ждет. Доехали мы до нашей токийской квартиры и поняли, что лучше ей не стало. Вернулись в ту чудесную квартиру, с которой мы разбирались вчера. Китаец клятвенный или кто там, он пообещал, что он поменяет все белье, вот, все будет красиво и чисто. Мы приезжаем, и нам поменяли шило на мыло. То есть белье чуть чище, но оно тоже вот, ну, вообще не новое, прям совсем. Вот. И там не было пятен, но оно было в каких-то точках. Ну, короче, говно. Вот. Господа из Airbnb по-прежнему совершенно не собирались возвращать нам деньги. Просто, видите, очень добрый, пока я не наорал через его голос, через него, грубо говоря, в трубку, что там охренели. Вот. Они нам ничего не возвращали. В конечном итоге нам вернули деньги, плюс 10%. И мы остались сидеть в этом Ара-хотеле в попытках найти, куда бы нам переехать. В итоге, что самое смешное, мы сняли еще одну квартиру через Airbnb вдвое дороже. Ну и, собственно, смотрите, что тут есть. Дальше я долго играл в Елену Летучую, находя грязь везде, где только можно. Интересно, когда здесь последний раз пылесосили? Вот это, наверное, очень прикольная тема. Ее главное не включать. А теперь внимание! Да-да! Чистое белье, а также раздолбанные предметы быта. Да, вот у меня такое же примерно лицо, когда я вижу вот примерно вот такое. Шикарная вешалка. Panasonic, который тоже не работает. Есть дырка. Это ее
видимо, вот тот вентилятор, который, видимо, не работает. Ругался на все это, но думаю, это вам не сильно-то интересно. Чисто для информации, на этот раз квартира была вообще ни разу не дешевая, и мы выбирали владельца с большим количеством положительных отзывов. Ну, единственный плюс нашей хаты, она по японским меркам большая. Ну и, пожалуй, то, что метро рядом. На самом деле мы пришли к следующему выводу. Хозяева квартир сами уборкой не занимаются, они нанимают клининговые компании. А в них кто работает? Правильно, китайцы. А эти ребята чистоплотностью, увы, не славятся. Получили деньги и убираются через раз, и то в лучшем случае. Белье вновь было грязным от слова совсем. Правда, забегая вперед, мы нашли новые нераспакованные комплекты и все-таки нормально расстелились. А остальное, ну, нам тут только поспать, так что переживем как-нибудь. Но к посиделкам я подошел на негативе. Ну, у нас вторые невеселые посиделки с Валерычем. Он вообще притомился. Короче, суть не об этом, суть о жрачке. Я себе с расстройства... Здесь когда-то был сыр. Вот, я его с расстройства что-то влупил на 4 минуты в микроволновку. В результате весь сыр оплавился и уехал вниз. Витя себе взял мешок червей за 150 рублей. Я себе взял какую-то булку непонятную. И бухло, потому что это единственное, что меня сейчас, наверное, спасет. Сегодня взял большую бутылку, потому что она 4-градусная, я, наверное, пойду за второй. Давай, Михалыч, рассказывай, что там у тебя за червячки. У меня все просто и понятно, что там. 3 куска мяса, немножко сыра. Запущенный круг. Из чего? Из крема. Не, ну крем какой-то. Ну, у меня еда как еда, чтобы рассказывать. Не совсем обычный. А, там у тебя еще туда же? У тебя там бисквит, что ли, под ним? Нет, там крем другой и еще... Крем коричневый. Белый. Белый, потом бисквит. И вот это какая-то безвкусная хрень. Это личинки червей, Михалыч. А зачем ты его жрешь палками? Извращенец, что ли? Я хочу. Самое главное цель сегодняшнего дня. Потому что, глядя на все это второй день подряд. Ништяк! Михалыч, попробуй, не пожалеешь. Нет. Витька не пьет, причем, я не знаю, он то ли боится, что он тут же ударится в алкоголизм. Я фиг его знает. Короче, вот эта хрень, народ, она реально охрененно вкусная. Прямо дыня просто. Я пойду сейчас вторую банку куплю потом. Она просто 4 градуса, она слабенькая. Валерыч, зайчик мой, спасибо тебе за то, что ты позволяешь нам, ну не то чтобы ни в чем себе не отказывать, вот. Но если серьезно, конечно, если бы не ВМП Авто, то у нас было бы совсем все грустно. Кушай? Не кушай. Я даже пробовать не хочу. Ничего я не хочу. Даже жрать не хочу, я сейчас напьюсь просто и все. Вот. Ладно, ну вот, короче, блин, Витька тоже весь из себя разочарованный. У нас, ну просто, блин, предыдущие дни реально все шло нормально. Вот кроме просто единственное, что у Витьки были поводы для расстройства, то, что он разбил камеру, конечно, и просрал футболку. Ну тут уж сам виноват в обоих случаях. Толстовку, да. Он сидит весь грустный, говорит, плохая поездка. Я говорю, нихера тебе плохая. Мы, блин, столько всего сделали, столько всего успели снять. Ну, последние 2 дня, ну да. Погода, сегодня целый день дождь идет. Количество слов, ну, по-моему, это больше, чем я вообще, наверное, за все переводы, и тем более за все свои шоу сказал раз. Это в каком-то фильме было, по-моему. В каком-то криминальном чтиве считали, сколько раз было сказано слово. Да. По-моему, в нем. Да, вот. Ну, я считаю, на самом деле, что все было нормально. Но я думаю, что завтра мы займемся подведением итогов, чтобы, если у нас сил хватит. Если нам эти господа владельцы еще ответят и все-таки нам поменяют белье, то тогда все будет, в общем, мне насрать на пыль, мне насрать на стены, на все это наплевать. Меня так же, как и Витьку, интересует, чтобы было чисто где спать, чтобы была микроволновка и была ванная, там, в которой бы там уже не плавало. Вот. Ладно, короче, вторые грустные посиделки у нас закончились. Все были до этого на позитиве, а сейчас какое-то говно. Михаил, скажи что-нибудь позитивное? Опять говно я сказал только что, я опять сказал говно. Надеюсь, завтра накупим хотя бы сувенир. Чего мы накупим, у нас денег нет? Не, ну хочется надеяться, что, может, завтрашний день нам подарит немножко удовольствия. По сути, нам осталось здесь 2 раза поспать как-нибудь, кое-как. Вот, и в принципе все. А дальше самолет. Привет, Россия. Все, до завтра.
следующей серии Dream Road Япония мы совершим последнюю прогулку по Токио, съездив в крупнейшие автомагазины Супер Автобакс и Ап Гараж, и посмотрим, что там есть и почем. Оставайтесь с нами.